ответила. Приветствую всех. Прежде чем мы начнем, важное уточнение. Все материалы, фотографии и данные, которые я использую в этом расследовании, взяты из открытых источников в интернете. Это публичная информация, доступная каждому. Сегодня мы вскрываем нарыв в правосудии Молдовы. В центре внимания международный эксперт Илона Крянга. Она обладает громким статусом, но до сих пор не ответила на элементарный вопрос: отправлял Падука Михаил USDT или нет. Ее прямая обязанность провести аудит в блокчейне перед тем, как открывать уголовное дело. Блокчейн не лжет, это прозрачная система. Но эксперту Крянга удобнее верить словам так называемых потерпевших, чем проверять реальные транзакции. Верить на слово в цифровом веке – это либо профнепригодность, либо осознанный умысел. Мы здесь, чтобы найти правду, которую следствие решило проигнорировать. Международный эксперт Илона Крянга публично утверждает, что закон Молдовы бессилен, если человек находится за границей. Давайте проверим ее на знание элементарного кодекса. Ее цитата: «Закон не предусматривает иных способов предъявления обвинения, кроме как физически». Это ложь. Статья 540 Уголовно-процессуального кодекса Республики Молдова прямо разрешает допрос и предъявление обвинения через видеоконференцию. Илона Крянга, скажите, пожалуйста, почему вы пренебрегаете законом? Разве вам не интересно узнать правду? Я сам скажу вам почему. Правда вам просто невыгодна. Во-первых, если вы признаете этот закон и проведете видеосвязь, вы не сможете подать меня в розыск. А во-вторых, вам придется реально работать по этому делу, а не сидеть 15 месяцев и ничего не делать. Поэтому вам все равно, что гласит закон, и вам плевать на истину. Главное – тянуть время и создавать видимость процесса. Скажите, дорогие друзья, достоин ли такой поступок, сознательное несоблюдение элементарного закона, статуса высокого эксперта? Вам судить. Я не судья, я просто констатирую здесь факты. Давайте перейдем к фактам, которые следствие пытается стереть. Я сам вышел на контакт. Я не скрывался и не убегал от ответственности. Я, Падука Михаил, четко и ясно написал Илоне Крянга: я согласен помочь следствию. Я готов участвовать в процессе онлайн. Посмотрите внимательно на этот скриншот. Я прямо заявляю: я готов дать вам человека, которому я передал деньги далее, за которые получил крипту. Слышите? Я предлагал следствию ключ к разгадке. Я предлагал показать маршрут транзакций и конечного владельца средств. И что вы сделали, Илона Крянга? Вы ответили, что это невозможно. Вы заявили, что закон не предусматривает иных способов, кроме физического присутствия. Вы соврали. Почему вам не интересен человек, которому ушли деньги? Почему вам не интересна правда? Статья 540 Уголовно-процессуального кодекса Республики Молдова прямо разрешает заслушивание через видеоконференцию. Вы, как международный эксперт, не можете этого не знать. Это сознательная ложь, чтобы лишить меня права на защиту и скрыть истину. Правда вам просто невыгодна. Если вы признаете закон, вам придется работать и проверять мои данные, а не сидеть 15 месяцев без дела. Вам нужно, чтобы я сидел в тюрьме за то, чего я не совершал. Вы просто боитесь, что при онлайн-участии все ваши фальшивые обвинения рассыплются за один день. Вместо поиска реального получателя денег вы просто ответили «хорошего вечера» и закрыли тему. Это не правосудие. Это должностной подлог и работа на показатели, а не на закон. Выводы делайте сами, друзья. Посмотрите внимательно, друзья. Следствие пытается выставить меня человеком, который якобы прячется. Но факты в этом скриншоте разбивают их ложь вдребезги. Взгляните на время. Илона Крянга пишет мне в 00:38. Глубокая ночь, я спал. Но мне потребовалось всего 4 минуты, чтобы взять телефон и ответить. В 00:42 я уже был на связи. Почему я отреагировал мгновенно? Потому что у меня есть миссия – вывести правду на свет. Человеку, который чист, не нужно прятаться. В ту же минуту я прямо написал ей: мы невиновны. Мы передавали полученные деньги дальше и отправляли криптовалюту тем, кто обращался. Я сразу объяснил, что Инна Тамус вообще не имеет к этому отношения. Я предложил полное содействие. И как поступил высокий эксперт Крянга? Она прочитала это через минуту и сухо ответила: все показания только на допросе. Ей не нужна была помощь в следствии. Ей не нужны были факты о переводах криптовалюты, которые я готов был дать сразу. Она просто хотела затащить меня в здание на Букурии 14, чтобы закрыть дело палкой, а не найти реального получателя денег. 4 минуты моей честности против 15 месяцев их намеренного бездействия. Я был готов вскрыть блокчейн в ту же ночь, но они предпочли спрятать телефон в сейф и лгать, что я не хочу содействовать. Кто здесь на самом деле боится правды? Выводы делайте сами. Посмотрите внимательно, друзья. Перед вами полная картина того, как международный эксперт Илона Крянга сознательно игнорирует правду. Я был открыт с первой секунды.
Я прямо сказал ей, у меня есть номер кошелька Trust Wallet, на который я переводил криптовалюту. Я готов показать все транзакции через Binance. Я предложил ей цифровой след, который невозможно подделать. Это и есть работа эксперта – проверять блокчейн. Но знаете, что ее интересовало на самом деле? Ее не интересовал кошелек. Ее не интересовал поиск реального получателя денег. Как только я предоставил факты, она просто ответила «поняла» и все. Ни одного вопроса по транзакциям, ни одной просьбы прислать чеки. Знаете почему? Потому что правда ей невыгодна. Ей не нужно было следствие, ей нужна была формальность. Она специально выуживала из меня подтверждение, что я нахожусь за границей. Это был единственный факт, который ей был нужен, чтобы получить законное основание подать меня в розыск. Ей плевать на блокчейн. Ей плевать на то, передавал я крипту или нет. Ей плевать, что Инна Тамус сидит ни за что, пока ее маленький ребенок плачет и болеет дома. Следователю Крянге нужно было просто закрыть меня в системе как беглеца, вместо того, чтобы за 5 минут убедиться в моей невиновности через блокчейн. Это не поиск истины, это охота на человека с использованием служебного положения. Я предложил ей все – контакты, кошельки, маршруты. Она выбрала только то, что поможет ей сшить обвинение. Посмотрите на эти скриншоты. Здесь нет правосудия, здесь только расчет и манипуляция. Выводы делайте сами. А сейчас у меня вопрос лично к вам, Илона Крянге. Скажите, вы знаете о существовании Бога? Вы слышали о его законах? Знаете ли вы, что он не бьет палкой, но его правосудие неотвратимо? Вы можете ходить в церковь, вы можете верить во что угодно на этой земле, но я предупреждаю вас, закон кармы работает. И она настигнет вас так же быстро, как система выплюнула Виталия Рашиору, бывшего прокурора по нашему делу. Не переживайте, ваш черед придет. У меня нет необходимости содействовать вашему падению. В этом будет содействовать закон Бога. И поверьте мне, его законы намного жестче и справедливее, чем те бумажки, которыми вы манипулируете в своих кабинетах. Истина всегда побеждает, и за каждую слезу ребенка, за каждую ложь в протоколе придется платить. Придется платить. Бог наказывает по-другому, не так, как вы. Но его справедливость в любом случае берет верх. И поверьте, вы будете платить за все, что совершаете сейчас. Я не буду содействовать вашему наказанию. В этом нет необходимости. Закон Вселенной сделает все сам, и он намного мощнее ваших протоколов. Скажите мне, Илона Крянге, неужели вы живете на этом свете только для того, чтобы жрать и срать? Неужели в вас совсем не осталось сердца? Неужели в вас нет ничего человеческого? Неужели вы верите только своим бумажкам и отчетам? Вы хоть раз задумывались о судьбах людей, которые вы ломаете своими руками? Или вас это совсем не интересует? Ответьте себе на этот вопрос, когда будете смотреть в зеркало. За каждой вашей подписью стоит живой человек и его разрушенная жизнь. И за это придется держать ответ перед всей Вселенной и, самое главное, перед Богом. Так, дорогие друзья, это было всего лишь доказательство по нашей переписке с Илоной Крянге. Правда о том, что происходит на самом деле. У меня есть абсолютно все. Каждый скриншот, каждый отправленный USDT и каждый цент. Все задокументировано в блокчейне. Но предъявить эти доказательства системе сейчас некому, потому что истина их просто не интересует. Берегите себя, берегите ваших близких и помните, всегда нужно жить по принципу Вселенной, друзья. Я живу по главному принципу Вселенной. Не делай другому того, чего не хочешь получить обратно. Этим все сказано, друзья. Берегите себя и своих близких. С уважением, Михаил Падука.